Привет, Арми. Действительно ли сегодняшние остроумные реплики Чингука способны пошатнуть основы отношений, которые Арми на протяжении многих лет считали одной из самых крепких и эмоционально сильных связей в BTS? Или мы, возможно, неосознанно становимся свидетелями начала того, что может стать самым большим эмоциональным недоразумением в истории современного поп-фандома? Это утро не было обычным. Без предупреждения лента в социальных сетях превратилась в огромный эмоциональный суд. Не было судей, не было официальных вердиктов, но миллионы людей участвовали, как будто от их интерпретации зависело будущее заветной истории. Видеофрагменты мелькали за секунды, переводы появлялись в режиме реального времени, анализы интонаций множились, а скриншоты комментариев распространялись бесконечно. Казалось, все мчались к одной и той же невидимой финишной линии, задавая один главный вопрос: что именно имел в виду Чингук, когда наконец честно рассказал о своих чувствах к Тэхёну? Было ли это просто признаком эмоциональной зрелости, чем-то естественным и ожидаемым от человека, выросшего под пристальным вниманием публики? Или это был тихий сигнал о том, что что-то, долгое время считавшееся нерушимым, начало меняться? Этот вопрос не возник из ниоткуда. Он родился из момента, который в первые несколько секунд казался простым, даже академичным по своей подаче. Не было драматического нарастания, не было эмоционального взрыва. И все же медленно, почти незаметно, этот спокойный момент превратился в эмоциональную бомбу, которая взорвалась не на сцене, а в умах фанатов по всему миру. Чингук не кричал. Он не плакал. Он не драматизировал свои слова. И именно в этом заключается самая шокирующая часть дня. Спокойным, размеренным, почти отстраненным тоном он строил предложение за предложением, словно долго над ними размышлял. Не было импульсивных выражений, не было преувеличенных жестов, призванных вызвать мгновенное сочувствие. Вместо этого осталось тяжелое впечатление. Эти мысли слишком долго хранились в себе, стали слишком тяжелыми, чтобы молча их нести, и, наконец, их нужно было выпустить, независимо от того, как их воспримут. ARMY, долгое время привыкшие видеть Чингука жизнерадостным, энергичным и эмоционально выразительным, внезапно столкнулись с другой его версией. Чингуком, который звучал зрело. Задумчиво. Почти философски. И именно в этот момент начались настоящие размышления. Почему сейчас? Почему не в прошлом году? Почему не до перерыва? Почему его слова звучали не столько как вступление, сколько как заключительное заявление? И, пожалуй, самый болезненный вопрос для некоторых фанатов: почему присутствие Тэхёна ощущалось так сильно в каждой паузе, в каждом тщательно подобранном слове, даже когда его имя не всегда произносилось вслух? Отношения между Чингуком и Тэхёном, часто называемые фанатами Тэкук, это не история, появившаяся внезапно или без контекста. За прошедшие годы их близость стала одной из самых обсуждаемых, анализируемых и эмоционально спорных тем в фандоме BTS. От долгих взглядов на сцене до тихих шуток за кулисами и моментов молчания, случайно запечатленных камерами, все это способствовало общему убеждению в существовании связи, выходящей за рамки простой химии между участниками группы. Эта история сохранилась не только благодаря воображению фанатов, но и потому, что ни Чингук, ни Тэхён никогда полностью не закрывали дверь для интерпретаций. Они позволяли моментам существовать. Они позволяли им развиваться. И иногда они позволяли им развиваться бесконтрольно. Но сегодня все было, несомненно, иначе. Чингук не говорил о приятных воспоминаниях. Он не вспоминал о совместном смехе или ностальгических моментах из прошлого. Он не рассказывал историй, призванных смягчить настроение. Вместо этого он говорил о дистанции, о переменах, о том, что люди растут, и что рост иногда означает принятие того факта, что не все отношения остаются неизменными навсегда. Эти фразы, хотя и универсальные и применимые ко всем, были сразу же ассоциированы многими фанатами с Тэхёном. Почему? Потому что контекст никогда не существует изолированно. История формирует смысл. А общая история между Чингуком и Тэхёном слишком длинная, слишком заметная и слишком эмоционально насыщенная, чтобы ее игнорировать.
Некоторые фанаты и аналитики попытались подойти к ситуации с академической точки зрения. Они изучали структуру предложений, выбор слов и интонацию голоса Чингука. Они сравнивали это высказывание с предыдущими интервью, ища закономерности, сдвиги и эмоциональные маркеры. Однако результат лишь усилил беспокойство. Некоторые пришли к выводу, что Чингук устанавливает новые эмоциональные границы, шаг, часто предпринимаемый, когда отношения слишком долго остаются в серой зоне. Другие утверждали, что это не расставание, а переосмысление. Не конец, а перестройка эмоционального понимания. Высшая форма честности, а не отвержение. Однако, несмотря на эти рациональные интерпретации, эмоциональную волну в фандоме невозможно было игнорировать. Многие фанаты сообщали о чувстве растерянности, хотя и не могли четко определить, что именно они потеряли. Было ощущение предательства, ведь история, строившаяся годами, рухнула за считанные минуты. В то же время было и облегчение. Облегчение от того, что наконец-то пришла ясность, пусть и болезненная. В фандомной культуре неопределенность часто ранит глубже, чем неприятная правда. На момент написания этой истории сам Тэхён не дал прямого ответа. И это молчание только подлило масло в огонь. Всплыли старые посты. Переосмыслились выражения лиц из старых видео. Одной фотографии было достаточно, чтобы вызвать тысячи предположений в комментариях. Ему больно. Знал ли он уже, что это произойдет? Или он молчит, потому что понимает, что не вся правда должна быть озвучена публично? Интересно, что посреди хаоса некоторые фанаты начали сомневаться в самой системе, которая действовала. А что если заявление Чингука касалось не только его отношений с Тэхёном, но и огромного эмоционального давления, оказываемого на айдолов самой публикой? Годами каждый жест интерпретировался. Каждая улыбка расшифровывалась. Каждый момент отчуждения обозначался как конфликт. Под таким постоянным наблюдением желание вернуть себе контроль над собственной историей становится глубоко человечным. И поэтому главный вопрос остается нерешенным. Действительно ли отношения Тэкука закончились? Или мы просто наблюдаем естественный переход между двумя людьми, которые взрослеют? В психологии отношений перемены не всегда означают конец. Иногда они просто знаменуют конец одного этапа и неопределенное начало другого. Спокойный, но твердый тон Чингука воспринимался не столько как прощание, сколько как приглашение видеть в них людей, а не символы. Тем не менее, не все готовы принять эту точку зрения. В интернете продолжали доминировать эмоции. Гнев. Слезы. Отрицание. Некоторые даже обвинили Чингука в разрушении коллективного воображения, которое служило эмоциональным убежищем для многих фанатов. Эти реакции, хотя и резкие, показывают, насколько глубоко переплелись айдолы и фандом. Когда рушится нарратив, боль ощущается лично. В то же время появились и голоса поддержки. Некоторые хвалили смелость Чингука, видя в его словах пример редкой зрелости в индустрии, которая часто ставит имидж выше честности. Никаких скандалов. Никаких сенсационных признаний. Просто взвешенные слова, сказанные с полным осознанием их воздействия. По мере того, как день продолжался, становилось все яснее одно. Независимо от интерпретации, заявление Чингука уже изменило то, как многие люди воспринимают внутреннюю динамику BTS. Он открыл новое пространство для обсуждения, неудобное, эмоционально насыщенное и глубоко заставляющее задуматься. Возможно, именно здесь по-настоящему проверяется зрелость фандома. Это конец Тэкука в том виде, в каком его представляли годами. Возможно, именно здесь по-настоящему проверяется зрелость фандома. Это конец Тэкука в том виде, в каком его представляли годами. Или это начало более реалистичного и гуманного понимания Чингука и Тэхёна как личностей? Возможно, никогда не будет ответа, который удовлетворит всех. Однако, несомненно одно, сегодняшний день запомнится как момент, когда одно единственное, тихое заявление заставило миллионы людей остановиться и задать себе сложный вопрос: любим ли мы их как людей или как истории, в которые хотим верить?
Чингук не закрыл дверь. Он изменил рамку. Он говорил не о завершении, он говорил о переменах. И именно в этом различии кроется истинная эмоциональная значимость этого дня. Перемены часто пугают больше, чем ясный конец, потому что они заставляют нас жить без уверенности. Сегодня Чингук поместил всех в эту серую зону. И, возможно, это самый честный урок из всех. Айдолы растут. Отношения развиваются. И не все истины приходят с ясными выводами. Чингук и Тэхён не символы, и они не истории, принадлежащие публике. Это отдельные личности, идущие своими путями. Пересекутся ли эти пути снова или продолжатся раздельно, покажет только время. А пока остается лишь размышление. Эмоции. И момент, который изменил взгляд фанатов на все происходящее, не через скандал, а через тихую, зрелую честность.